Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк СССР, советская ветка 7 уровня Т-43. Это такая мини Т-34, я даже не знаю. Очень похожи эти танки, но они, конечно, немного разные. И предлагаю уже сразу пойти поглядеть бронирование Т-43, что там да как. Погнали. Итак, вот Collision модель нашего Т-43. НЛД 75 мм, приведенки 111, как для, конечно, среднего танка. Мало. Да не, много. Нормально, обычно. 100 это стык между НЛД и ВЛД. А ВЛД те же самые 75, максимум 120 мм. Надгусеничные полки то же самое. По башне маска у нас закругленная такая, обмазана, так сказать, вокруг башни 91, 91 вверху вот до 100, и есть места, где под 300, да. А внутри кругляшки 2 у нас по 90 миллиметров, щеки справа и слева от пушки по 90. А внизу, кстати, под маской орудия очень много интересных мест 262 и совсем тоненькая полоска 94. Рикошетные углы по 380, даже 440. Планка наверху рикошетит, она под сумасшедшим углом 79 и рикошет. Люк 95. Боковое бронирование 90. Так, 75, надгусеничная 75, она такая коротенькая. Вот. Может ли он танковать от борта? Конечно, может. Причем очень даже хорошо. Запомните, Т-43 хорошо танкует от борта. А в целом, конечно, броня слабая. Есть места крепкие, но это скос на щеку у большинства танков. А ВЛД, НЛД, маска орудия слабенькая. Но это все-таки СТ-шка. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть, какие у нас пушки, что я... Значит, смотрите, вот эту вот ветку вот вообще не надо качать, потому что это фугасница на Т-43, блин, бред какой-то. Поэтому через башню, которая у нас, кстати, прибавляет 10 мм к броне, но снижает скорость поворота градус на 2, и обзор, по-моему, прибавляет, да, плюс 10 метров. Нас интересует вот это орудие, 85 мм Д5Т85БМ. Вот, по сути, пушка от Т-34. Вот, 180 альфа, 144 пробитие основным, 194 голдой, 5,4 секунды время заряжания, ДПМ 2, 0,37 точность хорошая. Время сведения, в принципе, комфортное. По рации, конечно, нужна топовая, хотя она здесь все равно тоже слабая, 525 метров. По двигателю на стойке 520, на топе 600, там сколько? Процентов 12 подвижности даст. Ну и 38 градусов в секунду поворачиваемость на топовой ходовой против 36 на стоке. Вот. По полевой модернизации качаем легкосплавные узлы крепления. Здесь 0,3723. Здесь качаем плавающий прицел, наверное, все-таки. Или 0,36. Тут спорный вопрос. Можно и то попробовать. Именно для этой машины. Но пока так. Антибликовую маскировку фар. Это касаемо полевой модернизации. Вот. По оборудованию, в слот, дающий дополнительный буст на подвижность, турбину ставим обязательно досел. То есть эти два вида оборудования всегда стоят. Я вам рекомендую ставить просветленку, вы средний танк будете светить, но сюда можно поставить и, кстати, вентиль, как вариант. По снарядам. ББХ у нас основной снаряд летит 950, голда, подкол почти 1200. Со скоростью полета снаряда у этой пушки, у этого танка все ровно. Танк часто горит. Поэтому ремку, аптечку, и огнетушитель. Поскольку, как всегда, экипаж посадил со старшей десятки 430У и не переобучал на эту машину, чтобы не тратить голду, поставил доп. Паёк, чтобы минимизировать, так сказать,
Да иди ты на. То что-то, какой Ваффентраген, как все это надоело. Вот, чтобы минимизировать потери непереобученного экипажа. Перки вы сейчас видите в таблице для данной машины. По УВН у нас минус 8 с УВН. Совок, средний танк. Минус 8, когда это было? Короче, круто все с УВН для этого танка. Вот, по ХП 1100. Что как для СТшки, в принципе, даже много. По мобильности 56 вперед, 23 назад, и это с турбиной, почти 19 лошадей на тонну. Танчик бодрый, хорошо ездит. По незаметности, у меня, к сожалению, перк незаметности вообще не вкачан ни одного члена экипажа на 430 У. Поэтому этого танка нету. А так, в целом, здесь где-то 33% неподвижный, 24% в движении. По обзору 397 метров, 29 у меня штраф, так бы был бы сколько? Там 426. Но ничего, я буду играть так. Плюсы и минусы танка. Танк маленький, реально маленький танчик такой. Сбитенькая такая СТшечка. Подвижность хорошая, это плюс. Размеры плюс, незаметность плюс. По обзору, в принципе, как для СТшки 7 уровня, нормально. Вот, по пушке тоже все ровно достаточно. У нас даже УВН есть у совка. Вот, ну, хорошая КД, хорошая, нормальная, вменяемая точность, нормальное, вменяемое сведение. То есть, по сути, этого танка, за исключением отсутствия, по сути, нормальной, вменяемой брони, все более-менее нормально складывается. Предлагаю уже отправляться в бой. Попробуем, на что способна данная машина. Погнали. Так. Попали мы к 6-м левелам. У нас обзор боем средний советский танк. Т-43. 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Сейчас будем тестить. Тяжей у нас один, у них два. КВ-2, Т-150 у них. Даже не знаю, где воевать-то лучше. Наверное, я в городе даже останусь. ЛКВ-ку зажали. Что-то я на зеленку не хочу ночью ехать. Сейчас мы пробоерим этот танчик. Что да как. Т-150 сюда тащится. На тебе. Сейчас меня будет со своим дрыном. Хрень тебе. Надо аккуратненько с ним. Зацепил каким-то волшебным таки зацепил, засранец. Так, 13.75 наверху.
Давай, давай. Приехали. Почему по Т-150 никто не стреляет? Тут мне непонятно. Вот этот товарищ вообще уже обнаглел. Ожог, хорошо. Гори, гори, ясно. Все, выиграл. Су-152 опасный. Дружок. Пирожок. ХВ-2 уже наверх заехал. Извини. Нет, не попал. Все уже так плохо. Все совсем грустно. Ну, ребят, что смог сделать, какой есть бой, 1500 дали, 590, что-то мы там насветили, 2К суммы есть. Ну, извините, команда на зеленке вся слилась, а я тут воевал с монстрами. Су-152, КВ-2, да, всякие. Давайте посмотрим итоги боя. Ну вот, мы первое место заняли по дамагу, да, 1460. Видите, как наша команда отыграла. А наш слабенький Т-43 что-то пытался даже сделать. В целом обычный средний танк. Неплохо сбалансированная машина. Чем-то напоминает Т-34. Вот, 80-я пушка, 100-я. Что-то очень похожее. Хорошая подвижность, хорошее стабильное оружие. Но команда, ваш союзник, никогда не даст вам нормально выиграть. Вот, считаю, что вот это оборудование самое правильное для этого танка. Вот, ставлю я ему 4 с небольшим минусом, потому что Потому что у нас мало брони. Хотя что-то мы там даже танковали. Вот. Ребята, пишите, если у вас такой танк в ангаре, как вы на нем играете, какое используете оборудование. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока.
Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.